Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро расклад, таро прогноз. Что готовит судьба? Допустим, что ключи судьбы в ваших руках. И достанем три карты как знаки судьбы в событиях ближайшего будущего. И планетарные транзиты таковы, что основным вопросом для каждого из нас в той или иной мере в ближайшем будущем может стать, что я выбираю для себя. Или может быть, какой порядок я в своем творческом беспорядке собираюсь наводить, или то, что я выбираю, опять же. То, что вы представляете сегодня, может стать завтра вашим миром. Тут будет важно от чего-то и не отказаться тоже. Рассмотреть альтернативные варианты. Баланс держать между открытостью и проницательностью. И это может стать вашей суперсилой. Нам приходится адаптироваться во второй половине года 2025. И мы не ставим конкретных сроков, если мы говорим, как знаки судьбы, в ближайшее будущее. Ближайшее будущее – это где-то месяца и 2, и 3. Поэтому это, возможно, и июнь, может быть, в июне сама по себе проблема, вопрос, она обозначится. В июле продолжит развиваться, и уже позже какая-то квинтэссенция будет, или то или иное решение. Все же тут еще зависит от того, что и мы все разные, но и масштаб вопросов или каких-то проблем у нас тоже разный. Как решится ваш вопрос, или какие тенденции, по крайней мере, вот исходя из знаков судьбы, из ключей судьбы. Допустим, что карты, метафоры нам дают подсказки, как сужая ракурс нашего внимания, на что нам нужно как раз обратить внимание, что для вас может быть важным. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды, и первая колода 78 дверей, метафорические карты. Я специально их взяла, потому что, так поконкретнее хочется. С чем это связано? Вопрос, проблема. И мы достанем эти три карты как знаки судьбы. Какую ситуацию они нам опишут. А дополним уже второй колодой. И это колода ведьмочек. Итак, первый знак у нас как знак судьбы ближайшего будущего. Что вам следует продолжать, на что обратить внимание. Второй знак судьбы или ключи судьбы. И третий знак судьбы в событиях ближайшего будущего. Давайте начнем с первой карты. Чего это касается? Что вам нужно словно проработать? Ух ты! А тут есть победа. Победа и жезлы, дела, работа, бизнес. Может быть, это ваша победа по достижениям, по творчеству, вашим планам каким-то. Или все-таки в ближайшее событие, в ближайшее время будет радостное событие, когда вы добьетесь толку в решении того или иного вопроса. Или это как мы остаемся довольны, безусловно, когда выпадает аркан победитель. Но это еще для кого-то может означать рост вашей популярности. Если вы осваиваете работу в интернет или дополняете, может быть, ваш бизнес, открываете личное дело, творчество, делаете первые шаги, у вас явно что-то получится. Потому что победа, да, это мы куда-то шли. Мы прикладывали усилия. И вот нам человек показан, почему я про популярность. Он сам открывает двери, для вас нет этой закрытой двери, вы сами открываете, и вам как зал рукоплещет. Что-то хорошее у вас получается, мои дорогие овны. Более того, может быть, это не просто то, что касается лично вас, а об этом знает кто-то другой. Или когда по работе у вас что-то тут тоже получается, получить должность, например. Если вы какой-то проект свой личный продвигали, занимались, и длительное время, то победа тоже приходит. Но о чем нам еще говорит эта карта? О том, что помни, тебе придется теперь контролировать, потому что как только ты ослабишь внимание или думаешь, могу успокоиться, победа у меня в кармане, все пойдет наперекосяк. Давайте мы немножко проясним. Вот такое начало. С чем это связано? С чем связаны эти события? Что это означает? Хоть немного. У кого-то это будет правильный выбор, вот именно выбора касаться, старший аркан, влюбленная, а у кого-то, мои дорогие овны, личная жизнь. Значит,
больше ясности в свою личную жизнь вести. Вот это добрая энергия. Уделить внимание личной жизни. И тут у каждого по-своему. Не обязательно это вот буквально любовь. А может быть, нерешенные вопросы по части семьи, далеких родственников. Может быть, и недвижимость. Вполне вероятно. Давайте откроем еще карту. Ну, как будто выбор вы тоже вынуждены делать. А ведь и правда, смотрите, вы какой-то тут... Я больше карт не достаю. По тузу кубков это и радость, и счастье, да новое качество жизни. Вот что-то, мои дорогие овны, вы сделали хорошо. Может быть, какой-то альтернативный вариант не упустили. Я такое вполне могу предположить. Но, тем не менее, нам карта говорит, это мог быть выбор, который в прошлом. Но я могу и предположить, поскольку старший аркан, раз выпадает, где-то продолжение следует. Недели 2-3 – это факт. Если бы мы с вами смотрели на декаду, на неделю, так а тут и 2-3 месяца тоже может быть. Держите руку на пульсе. Вам важно эту победу сохранять и не упускать. Вот давайте на второй колоде мы спросим, так что будет дальше? Что готовит судьба? Как это изменит вашу реальность или, может быть, это изменит вас? Вы сами изменитесь. Какие дороги перед вами будут, может быть, открыты? А вот то, что было непонятно, теперь для вас как-то будет очевидно. Но опять же, старший аркан. Не все так быстро. Не все так однозначно, мои дорогие овны. Здесь вам придется балансировать, наверное, как вот я говорила, между открытостью и проницательностью. Это может для вас и стать этой самой суперсилой. Помним, что до конца 2025 года это год адаптации, это не просто слова. Принять с душевным спокойствием нам приходится то, что мы не в силах изменить. И это внешние обстоятельства, какие-то события, у кого-то законы. Нам должно хватить мужества или найти в себе это мужество, чтобы изменить как раз то, что в наших силах. И призвать это на помощь. Мудрость, чтобы суметь отличить одно от другого, когда что применять, да? Иногда нам нужно действовать, но иногда нам нужно и пронаблюдать, а потом сделать эти мудрые выводы. И по аркану Луна здесь нет чего-то вот ясного, четкого. Здесь может быть и двойственная какая-то ситуация может продлеваться, если это связано, к примеру, сфера ваших достижений, то есть явно что-то продолжать. И для тех, кто делает первые шаги, даже, знаете, не всегда в нашей жизни бывает триумф. Мы чего-то достигаем, расслабляемся, и вот оно там где-то по накатанной идет. Нет, так вот не бывает. Чаще всего бывает, что потом у нас начинаются какие-то подводные течения, рифы, да, будем говорить, или старые грабли какие-то мы находим. Ну, вот такое может быть, потому что по аркану Луна 1000 неопределенностей. Я могу сказать, что для тех, кто сейчас решает вопросы, которые связаны с недвижимостью, с личной жизнью, или когда решаете вопрос с вашими родственниками, потому что аркан Луна в данном случае будет говорить о добрых энергиях, об эмпатии, о любви, о нежности, о сочувствии, даже о ласке, мои дорогие. Вот тут, в этом ключе, эта карта будет проигрываться максимально приятно. Но неопределенности от нас никуда не уйдут, значит, держать руку на пульсе, я повторяюсь, нужно. И это мы спросили, что будет дальше. Поэтому вот где-то такое, как будто между, в тонких вибрациях, между, как переходный момент между прошлым и будущим. Может быть, и будет такое состояние, да, это не исключаю, захочется все бросить. Вам придется как-то себя менять, мои дорогие, это точно. Иными словами, адаптироваться – это факт. Может быть, и себя сохранять, может быть, и близких сохранять, отношения свои сохранять. Где-то собственные эмоции причесывать. И главное, вам где-то интуиция помогает. Хорошо, что будет дальше? Чем разрешится какой-то вопрос. И у нас тут такой мудрый король мечей. И, кстати, этот вопрос может завершиться тем, что вы подпишете важные бумаги, проведете важные согласования. Может быть, вам и придется контактировать с людьми, я могу такое предположить, когда даже не хочется. А почему? Потому что по этой карте у нас идут люди, которые занимают высокие должности, посты, чиновники, например, или представители охраны правопорядка, законной власти. То есть
Нам нужно что-то согласовывать, но как-то ноги могут туда не идти. Вы можете и сомневаться, потому что еще и предыдущий аркан Луна. Но, видимо, запастись мудростью и рационализмом. И для вас все-таки должно быть что-то продолжено, словно вы должны укрепиться. Укрепиться, может быть, через документ, чтобы вот эта неопределенность, что будет дальше, не должна остаться какая-то идея, или пусть вот эта победа, нам говорят, держи руку на пульсе. Так вот, что-то явно должно быть продолжено, мои дорогие. И когда вы оформляете по закону или вот как в документе, вам это в последующем помогает, потому что буквально закон охраняет вас. И, может быть, пойдете к юристам, адвокатам, вот перекладывайте на себя. Здесь есть какая-то конкретика. После эмоций, после какого-то восторга, может быть, даже и выбора, будет какая-то неопределенность. Будьте просто к ней готовы. А кто предупрежден, тот вооружен. Потому что, может быть, и придется решать некоторые вопросы. Иногда по этой карте проходят люди, работающие с металлом, или проходят и врачи. Люди, которые носят в целом форму. И тут у кого что? У кого-то таможня, если это касается бизнеса. Ну, почему нет? Вполне вероятно. У кого-то это врач. И не обязательно, что вы болеете, карта об этом не говорит. Это рациональное решение, когда мы о себе узнаем какую-то конкретику. Что-то проясняем иными словами, поэтому не нужно додумывать, если вас что-то беспокоит. Только специалист может объективно оценить ваше состояние здоровья. К примеру, пройти обследование дополнительно, какие-то анализы, поэтому тут не надо додумывать. Здесь для вас прекрасное время все прояснять. Наводить порядок, по сути дела, в документах, в каких-то контрактах, порядок в собственной жизни, если мы говорим даже здоровье. А может быть, это и порядок дома. Может быть, у кого-то, мои дорогие, вопросы связаны с наследством. Вот, кстати, я могу такое предположить. И значит, запастись терпением, потому что, ну и, может быть, походы по юристам, по каким-то инстанциям, по нотариусу. Кстати, это тоже все проходит по этой карте. Рациональная энергия. Вот в этом, как вам, как знак судьбы, вам нужно будет и необходимо быть в таких энергиях, чтобы очень грамотно решить какие-то вопросы. То есть не завершается, а через, словно, туман или, ну, по Луне это всегда как сумерки, через какую-то ситуацию двойственную, непонятную, постепенно все расставлять по своим местам. Так что же будет дальше, что готовит вам судьба? Хитрить придется, и мудрым быть придется. По семерке мечей вы можете столкнуться с разной информацией, вы можете столкнуться с разными людьми. Вы можете сталкиваться также, знаете, с такими персонами. И вот чего касается ваш вопрос. Так вот, из этих персон кто-то вам может петь дифирамбы, льстить, мои дорогие, а задумал что-то свое. Через лесть пытаться усыпить вашу бдительность. И нам карты ведь не говорят ни одна вот из этих трех о том, что мы кому-то что-то доказываем. Нет, тут наоборот больше скрытности. Поэтому то, что вы кому-то не вынесли вердикт, завтра вы говорите себе спасибо. Железно, мои дорогие. Поэтому вот где-то не ваши совсем энергии, но, видимо, учиться адаптироваться, быть мудрее. Адаптивнее или хитрее, ну что ты тут скажешь, ведь по семерке мечей еще и называют эту карту картой вора. Поэтому, может быть, для кого-то обучение. Вот, кстати, вполне вероятно, вы будете как новое направление изучать. Потому что есть необходимость. Вы в чем-то можете не разбираться. И вам, опять же, прояснить это нужно. Чему-то научиться. Так вот, по этой карте могут быть еще и люди, которые открыто вас, словно, знаете, ну, так вызывают на словесный ринг, бросают перчатку, и будет важно не поднять. То есть не согласиться, не налезть, замылив себе глаза, но и не углубиться в какое-то самокопание, потому что по семерке мечей это всегда есть какой-то и интерес других людей. И все средства хороши, лишь бы вы на что-то согласились. Но и самому себя беречь буквально. Проверяйте пароли аккаунтов, осваивайте новые технологии, понимаете, как это все работает. Ну и будьте внимательны к своим финансам, мои дорогие овны. Вот мне интересно, какая-то... Давайте заключительную карту, с чем это будет связано. Вот смотрите, и опять выбор. Хотя в этой колоде карт здесь больше про любовь. Ну, самая разная палитра. Или
какие-то соглашения вы будете пытаться прояснить и как вопрос, и одновременно соглашение создать или с кем-то договариваться. Но в последующем все равно опять какой-то выбор. То есть вы условно, мои дорогие овны, смотрите, ближайшее будущее, определенно есть победа. Дальше есть выбор. Ну, хотя мы это больше спрашивали как предпосылки ситуации. Или с чем это было связано. То есть вы какой-то правильный выбор уже сделали. Но тут не расслабишься, потому что и еще, пусть это не дежавю, а для кого-то и правда может быть ситуация где-то из прошлого еще до конца не разрешилась. И опять его величество выбор старший аркан. Поэтому вы, проходя одну ступень, вы поднимаетесь на следующую. Как будто закрепляетесь на этой второй ступени и идете уже с переходом на третью. Вам нужно все время сохранять вашу победу. И при этом быть больше в энергиях, вот как этот король мечей, рационализм. Понятно, что в личной жизни мы должны проявлять любовь, эмпатию, добрые чувства, нежность, внимание, сострадание. Но, видимо, есть те вопросы, где это может помешать в виде эмоций, потому что вот эти все три карты ни разу не об эмоциях. Хорошо. Знаки судьбы, как события ближайшего будущего. Тройка мечей. Может о себе напомнить какая-то прежняя ситуация, и я называю, знаете, это как выздоровление. Нет, кстати, закрытых дверей. И вот смотрите, у кого-то из вас будет, вроде вопрос решился, да? И не случайно карта Луна. И я говорила, захочется как бы бросить все, оставить. А вот нельзя. Я вижу, тут может быть взаимодействие между двумя вот этими картами, или как эти два знака судьбы, как два ключа у вас судьбы. И вы можете думать, что это мне нужно выбирать. А тут я так вижу, что тут, скорее всего, вам объединять что-то придется. Причем согласовывать, может быть, по той истории, которая вам совсем не нравилась. Я говорила, что куда-то бы и ноги не пошли, и глаза бы мои кого-то не видели, а тем не менее взаимодействовать придется. Так вот, для вас позитивный бонус, мои дорогие, потому что по тройке мечей нас уже ничто не цепляет эмоционально. Мы становимся сильнее. Это карта здорового равнодушия. Это так я называю ее. Кто смотрит мои видео, часто знает, это как израненное сердце на другой колоде. Есть такая колода, как провидица светлого. Так там заштопанное сердце. Вроде как и не болит, но шрамы остаются. Но вот именно эти шрамы нас где-то и уберегают от того, чтобы мы еще раз на что-то согласились, на какой-то минус или себе буквально навредили. Где-то будет важно и не подзастрять. Все же мы все разные. Здесь карта может и говорить еще о том, что здесь не нужно как будто ждать, что ну вот судьба все расставит по местам, или как провидение какое-то, или какая-то справедливость потом восторжествует. У нас человек иголки в куклу Вуду как будто пытается, да, поместить. Так вот, это тут, понятно, нам абсолютно не поможет. От нас требуются какие-то очень хладнокровные решения и очень аккуратные действия. Потому что задача номер один – выйти из этой комнаты, выйти из какого-то ограниченного пространства. Вот. Поэтому будьте аккуратны. И с другой стороны, выйти так, чтобы себе не навредить, но и не замышлять какой-то коварный план против кого-то, даже если этот кто-то и действительно поступил как-то очень некрасиво или было предательство, потому что, мои дорогие овны, от вас тогда будет что-то подобного ожидать. Вам действительно нужно хитрить, манипулировать. Или вы манипулируете, или люди вами. Давайте немножко проясним, с чем вообще это может быть связано. Что это такое событие или что за ключи судьбы? Почему это произошло или почему это произойдет? Может быть, это уже сейчас присутствует где-то, как неразрешенный вопрос. Так вот, с чем это связано? Почему это произошло? Смотрите, карта Солнца. Ну, помним, карта Солнца – это карта нашего эго. И вот тут важно разделять. Был какой-то период, мы говорим, да, почему тройка мечей. Вы подумали, что можно расслабиться. Вот, может быть, поэтому вам с первой карты и говорят, нет, ты тут держи руку на пульсе.
Мы подумали, что ну все, какая-то победа в кармане. У вас какая-то была действительно ситуация, может быть, и прежде, когда вы на высоте эмоций, а эмоции совсем не подсказчик ни разу, вы либо уже на что-то согласились, или вы думали, что оно будет идти каким-то своим чередом. Но по аркану Солнца вы могли еще и, к примеру, кому-то вердикт вынести, вы могли кому-то неосторожную фразу сказать. Вы, может быть, и забыли уже об этих словах, а кто-то помнит, понимаете? В какой-то период жизни по аркану Солнца мы были сильные, очень. И, может быть, вам еще и позавидовали, мои дорогие, зависть. Вот сочетание вот этих двух карт – это какая-то зависть. Где-то эта карта будет говорить наперед, победа у тебя, Овен, получается. Но тут ты о себе много не рассказывай. Мы говорили, холодная энергия. Луна, тысячи неопределенностей. Нам, пусть не в этой колоде, нам словно придется договариваться с хамелеонами. И у страха глаза велики, об этом тоже говорит карта. Кот буквально смотрит в пруд, и он там уже пуму целую видит. Но на самом деле страх искажает реальность. Вот где-то дает подсказка. Идет подсказка по этой карте. Но все-таки, если мы про эмоции, разграничивать для себя, проводить параллели, где, ну, самоуверенность – это прекрасное качество, а где самонадеянность. Не идти у эмоций на поводу. Или не думать, что я могу успокоиться. С чем это связано? Не вызывать зависть, мои дорогие. Вы люди видные, вы люди яркие. А еще прекрасное качество, вы люди открытые. Но вы ведь не знаете, кто там что думает. Вы каждому в сознание, в голову, в мышление не залезете. Вы, да и не нужно это делать. Просто себя нужно беречь, понимая, что сейчас, ну, как будто все зыбко. Мы с вами время в такое живем, в эпоху перемен. Поэтому научиться себя сохранять. Это искусство. Овладейте этим искусством. Хорошо. Так с чем же это еще связано? Вы могли довериться тому человеку, по пажу кубков, который, ну, какой-то юношеский инфантилизм, ненадежность проявляет. Или тот человек, который быстро меняет мнение. Или тот человек, который сам идет не знаю куда, вот буквально по этой карте, потому что типа у нас идет с лозой, ищет воду. Но современная, кстати, колода, и в наше время тысяча, если не миллион, наверное, способов найти эту воду и уже принять ванну, прежде чем ходить вот с этой рогатиной и искать эту воду. То есть будем реалистами. Карта нас призывает в первую очередь к реализму. Почему? По пажу кубков проходят приятные эмоции. Именно приятные. И, посмотрите, приятные эмоции, а плюс еще и солнце, какая-то активность, удача, что-то получается. И мы можем быть безапелляционными. Мы можем в это время кому-то так бросить фразу, как Марк Твен сказал, правду нужно подавать как пальто, а не как мокрое полотенце. Ну вот какая-то фраза вами могла быть сказана и воспринята как мокрое полотенце по лицу, по фейсу. И кто-то затаился. По крайней мере, если ничего подобного не было, проанализируйте, то вот в дальнейшем, вот с учетом этой победы, это будет важно принять во внимание. Так а что же еще? Почему это произошло? Вы могли согласиться на какой-то проект, который был и изначально дорога в никуда. Это тот проект, смотрите, 2 пятерки. А, нет, паж кубков, извините. Но часто энергии, как у пятерки кубков. Почему говорю? Потому что это мы, как знаете, уже вроде как и согласились на что-то. Или в чем-то мы проучаствовали. А в реальности это толку не принесло. Но пятерка жезлов – это всегда недостаток. Здесь ведь тоже недостаток. Тут недостаток по пажу кубков надежности или какой-то программы на долгий период времени. Да, вдохновиться, послушать комплименты – прекрасно. Но сказать, что на этих людей можно опереться или что это будет какой-то надежный спутник, помощник, да нет, ни разу. А вот по пятерке жезлов мы могли вот как раз вот эту кладку пытаться пробить. А почему нет? Овен может, если захочет. Вот так вот. Сейчас возьму, как шарахну вот этой кувалдой по этой двери такой, да, заложенной. И буду там. А в итоге о чем карта говорит? А то, что ты увидишь, вряд ли тебе понравится. Может и понравится, но не на все 100%. Вот что-то подобное у вас могло и быть. Давайте раскроем.
Это вообще о чем? Самое главное, что же будет дальше. Как это изменит вашу реальность и, может быть, изменит вас самих. Ну, то, что вас самих изменит, это факт. Вы будете более осторожными. Может быть, это вас судьба, мои дорогие, как знак судьбы, действительно говорит: Овен, научись себе не вредить и не мешать, потому что люди разные. И если тебе транслируют что-то одно, абсолютно не обязательно, что то же самое человек думает. Тебе могут говорить что-то, обещать, и совсем не обязательно, что это как-то в реальной жизни проиграется. Поэтому давайте, что же будет дальше? Как это меняет вашу реальность? Колесо фортуны. У вас будет еще какой-то шанс изменить ситуацию. Это правда. Если вы себя сейчас, словно вот этот человек, который, смотрите, уединился, может быть, и вы закрылись. Закрылись от контактов некоторых, кстати, от каких-то людей. И ведь вам тут надо быть тоже хитрее. Потому что если мы закрываемся или так, знаете, демонстративно избегаем человека, он понимает, а он и так понимает. Тут вы можете тоже столкнуться с таким великим манипулятором. И человек, когда вы проявляете даже такие эмоции, вам кажется, я поступаю правильно. А он сидит, руки потирает и хихикает, извините. О, я как раз то, чего хотел, добился. Вывел его, словно выбил из седла. А вот этого быть не должно. Очень сложно сохранять улыбку или говорить банально «Здравствуйте». Когда вчера, допустим, или 5 минут тому назад был какой-то конфликт. И вот как ни в чем не бывало, вам нужно говорить вот это «здравствуйте», приветствовать людей, даже тех, кого глаза не видят. Вот действительно эта тема присутствует в вашей жизни в ближайшее будущее. Этим самым вы себя сохраняете, мои дорогие овны. И, видимо, какой-то ляпсус или какая-то ерунда, на что вы согласились, а теперь уже хотите выйти из этого дела. По колесу фортуны будет такой шанс, но действовать вам придется аккуратно и не теряя времени. Здесь может быть мало времени на подумать, но тем не менее проанализировать, то есть это не на эмоциях вы должны это делать, но то, что по колесу фортуны, это сама по себе фортуна, вот мы можем что-то исправить. Здесь как поддержка высших сил или какие-то обстоятельства сложатся, может быть, да, если у вас, допустим, мы ведь все разные, вопрос на работе, какой-то конфликт с сотрудниками или еще с кем-то, даже с руководителем, то значит будет тот вариант, когда вы можете быть правильно понятым или заявить, почему сложилась такая ситуация, иными словами, внести ясность, переложите эту карту. Для кого-то это будут просто ваши какие-то действия, когда действительно нужно выйти из какого-то дела, из какой-то темы, чтобы вот это ваше солнце, у вас же солнце-то все же выпадает, мои дорогие. Это у вас сейчас очень важный период, на 6-8 месяцев. Именно ваша какая-то задумка, она должна быть продолжена, но в других методах. И даже с другими людьми. Здесь, как знак судьбы, вы могли понадеяться совсем не на того. Хоть, может быть, и были обещания, ну так а чего не пообещать? Называется слово мое «хочу даю, хочу беру обратно». Вот кто-то мог так и поступить с вами. Так что же будет дальше? Как это изменит вашу реальность? Но все-таки свое солнце вы получите, мои дорогие овны. Смотрите, правда, есть возможность исправить ошибку. Вот такой у вас знак судьбы. Много не говорю, переложите, опять же, все то, что мы, может быть, и по первому варианту, и по второму рассматривали, переложите на свою реальность, как это может проиграться. А я вас хочу пригласить еще на свой сайт. У меня есть как и статьи по психологии, так и астрологические прогнозы. Прочитайте, потому что и до конца 2025 года, и июнь, и даже по китайской астрологии, я думаю, подсказок будет больше. Следующий у нас знак судьбы в ближайшее будущее. Вот посмотрите, вы как действительно ступень за ступенью идете, и следующая у нас ступень – карта искаженного восприятия. Это нам снова как внутренний страх, а получится, не получится. Вот смотрите, здесь какой-то вопрос такой скользкий, но вы его благодаря дипломатии, благодаря где-то правильному поведению вашему, правильному расходованию сил, может быть, и средств, или что-то вы тут учите, может быть. Одним словом, вы правильно с чем-то определились. А здесь вы тоже даже могли что-то исправить. Но, видимо, сложноват этот путь проб и ошибок. И следующее испытание
Это вот как на внутренний какой-то страх, сомнение. Получится, не получится. А преград нет. Все преграды в нашей голове. Это вот девушке кажется, что какая-то сущность там над ней парит. А если она глаза закрыла, тут надо открыть глаза, увидеть какую-то реальность. И ей кажется, всегда, когда участки тела показывают, имеется в виду незащищенность, как уязвимость мы чувствуем. А на самом деле все обстоит иначе. Вот давайте узнаем, так как тут что обстоит? С чем это связано? Почему это происходит? Что же за события такие в ближайшем будущем, в ближайшее время? Чем обусловлено? Какая тут история? Из-за денег, может быть. Может быть и конкретный человек, который по королю Пентаклей вообще-то люди надежные. Это вот не вот этот вот паж кубков, который там что-то ходит, ищет, найдет, не найдет, еще большой вопрос. По королю Пентаклей могут быть конкретно решения, которые касаются вашей, к примеру, недвижимости, вашего бизнеса, денежного вопроса, кредиты в банке, взятие кредита или погашение кредита. Или тот человек, может быть, какая-то ключевая персона, у кого-то может проиграться, это ваш супруг. Но может быть и супруга. Мы просто берем как архетип карты в том плане, что иногда проходят те люди, с которыми мы проживаем. И это рациональный человек. И король Пентаклей, да, это человек надежный, как я сказала, но вот вдохновением у него сложновато, между прочим. Поэтому он видит в той призме вещи или какие-то ситуации, в которых он уже побывал, или где он уже получил опыт, потому что именно опыт ему помогает, и, кстати, терпение, добиться каких-то существенных высот, и поэтому для него это основной ориентир. И здесь может быть такое вот, знаете, как человек вас предупреждает или что-то говорит, может быть, даже настаивает, а вам хочется тоже вот как-то по-своему. Или то, что он говорит, у вас вызывает какой-то внутренний страх или сомнение. А у кого-то это может быть до таких людей, знаковых, каких-то ключевых персон, как партнеры по бизнесу. С чем это еще может быть связано? У кого-то будет просто банально, действительно, денежные вопросы в том или ином контексте. Мы все разные, мои дорогие, в том или ином масштабе. Может быть, это будет растянуто где-то июнь, июль, август. Я такое тоже могу предположить. А с учетом Урана, который входит в Близнецы, так это вообще до ноября какая-то ситуация может постепенно развиваться. Но я так вижу, в конечном итоге, это ведь ваша карта благополучия. Или вопросы семейные, или вопросы личной жизни. Но здесь нужно, посмотрите, это ведь то, что вам искажает реальность. А мы спросили, почему это происходит, чем связано. А в реальности-то у вас все хорошо. Вы сами тут можете что-то себе надумать. Давайте лучше мы посмотрим, что же будет дальше. Давайте на пару шагов вперед забежим. Вот эти ваши страхи. Вот прямо одна карта летит. Но не сглупить все-таки, да, будем говорить. Потому что наш тут шут, дурак, да, находится уже на краю обрыва. Мы не на карте с вами в нулевом аркане, и поэтому под ноги как минимум нужно смотреть. Мы где-то с вами говорили, не все так, как, знаете, не все золото, что блестит. Или не все люди братья, мы уже на протяжении нашего расклада. Но и это как какая-то перезагрузка. А для кого-то, мои дорогие, по нулевому аркану новая работа, новая, может быть, и работа старая, но новая должность. У кого-то переезд, перемещение. Может быть, много переездов. Перемещение в плане обустройства своего жилья на новом месте. Или, может быть, это идет какой-то план у вас, необходимость переехать, но у вас вот это сомнение, оно где-то вас, ну, так это гложет или останавливает. По нулевому аркану все-таки мы должны как будто, ну, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Но при этом, понятно, смотреть себе под ноги. Иносказательно говоря, да, здесь мы не можем с чем-то просчитаться. И вот тогда вот эти две карты нам говорят,
Составьте себе какую-то калькуляцию, просчитайте что-то. Не должно быть основано где-то просто на мыслях или на предчувствиях даже. Предчувствие – это прекрасно. Но вот здесь нужно перевести в материализм, в материальную плоскость конкретно. Возьмите лист бумаги, да, и напишите «за» и «против». Или к чему все идет, допустим, если вот это «за» на пару шагов вперед для нас, для всех очень добрая практика видеть, да, или действовать не исходя только из сегодняшнего момента, а и с учетом какого-то благополучия вашего или продолжения решения вопроса в будущем. Вот здесь это нужно просчитать на пару шагов вперед. Но как будто и не отказаться. Тут что-то новое, как новое, непознанное, а может быть и правда. У кого-то получается переехать, и вы оказываетесь среди нового менталитета, в новом обществе, в новой стране даже. Или просто даже в новом городе, а знакомых там нет. И надо все начинать с нуля. Но и карта нам говорит, какая-то прежняя история, она закончилась. Или как прежний жизненный этап, мои дорогие овны. И значит, прежние какие-то подходы, методы, они тоже закончились. Нужно отстраивать и свое, как новое видение, новую стратегию, новые методы, опять же, или новые взаимодействия с разными людьми. Так что же будет дальше? Не беру ничего. Тут вы сами себе что-то можете надумать. Да, тут просто вопрос, смотрите, это вам кажется, тут непонятно, что происходит. А на самом деле это просто ломаются какие-то ваши прежние шаблоны. Вам нужно, вот как по нулевому аркану, для себя разработать новые методы взаимодействия с людьми, новые методы общения, может быть, у кого-то языки учить, чтобы быть правильно понятым, и я такое допускаю. Может быть, это переход вашего бизнеса на новый уровень, или когда вы получаете какую-то должность, да, и у вас мера ответственности тоже меняется, и поэтому методы прежние, они никак не сработают. Вам нужно словно подняться на следующую ступень. Вот в чем вся задача. А вы можете испытывать сомнения. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.